Всем привет! В сегодняшнем своем ролике я хочу рассказать, как я буду делать сироп для закорма пчел в зиму. Дам немного сиропа тем пчелам, тем семьям, которых не хватает меда. Не совсем обычный способ, наверное, я сегодня покажу. Видел я в интернете множество способов, в том числе и этот. Как вы видите, у меня есть вот такой, казалось бы, необычный девайс. Некоторым не нравится слово девайс. Можно сказать прибор, устройство. Это погружной насос или фекальный насос. Не стоит бояться слова фекальный. Он абсолютно новый. Лежал у меня долгое время. Никак не мог попробовать. Но в этом году решил испытать. Стоит он недорого. Это самый, наверное, бюджетный насос с крыльчаткой пластиковой. Что он из себя представляет? Ну, по большому счету, мотор. Сюда засасывается содержимое. Ну, в данном случае это будет вода и сахар. Отсюда выходит под давлением. Он погружной, я его погружу в бочку. Видно, наверное, сейчас покажу лучше. Здесь у меня бочка из обычного пищевого пластика, ну не знаю, для продуктов подходит. Сюда я залил 50 литров воды. Я буду делать сироп 3 к 2 или 1 к 1,5, кто как говорит, то есть 1 часть воды и 1,5 части сахара. То есть 50 литров воды у меня здесь залито, самый обычный, холодный, водопроводный. И постепенно буду засыпать сюда 75 килограмм сахара. Я погружу сейчас насос, буду делать это впервые. Включу, ну давайте вместе на ваших глазах и буду это делать. Так, насос лег на дно. Сейчас покажу. Вот так, наверное, будет лучше видно. Насос лежит. Сейчас я его включу в розетку. Продолжаю свой рассказ. Запустила сразу дренажный насос, но получилось так, что у него очень большая струя, и он сам себя закручивал. Получался вихрь. Поэтому я подключил к нему шланг. Хотя бы на первое время. И насос теперь стабильно работает. Теперь засыпаю сахар. Первых 25 килограмм сахара пошло. Но сейчас покажу более детально. То есть насос через себя прогоняет воду. И на выходе вот выходит воду с сахаром. И на выходе вот выходит пока очень густая такая смесь. Ну, надо дать поработать теперь насосу. И постепенно буду сюда закидывать сахар. Насос будет работать. По заверению коллег, кто пользовался подобным, на замешивание вот такой бочки, это бочка на 127 литров, делаю 100 литров сиропа, ну, уйдет примерно минут 20-30. Пока выключусь и покажу, что будет происходить далее. Прошло 4 минуты после того, как я закинул первый мешок сахара. Напор стал значительно больше, чем в самом начале. Это говорит о том, что вода приняла сахар. Сахар растворился. Но если подставить руку, то, конечно, кристаллы еще чувствуются. Засыпаю второй мешок и продолжаю дальше. Лучше всего, конечно, насос подвесить. Сейчас, наверное, его подвешу, чтобы он не так быстро внизу забивался. Вот, я его приподнял немного, и сразу видно, что ему легче работать.
Потому что на дне еще есть сахар. Сейчас я его привяжу. Продолжаю свой ролик. Прошло чуть более 40 минут, может 42-45. Полностью перемешалась у меня в бочке масса вся, то есть получился сироп 1 к 1,5. И теперь мне надо разлить это по бутылкам, либо по каким-то емкостям, с помощью которых я повезу это для закорма. Мне удобнее всего это сделать с помощью бутылок 6-литровых, потому что доза у меня будет 6 литров, первая закормочная на всех. Через день или на следующий день дам еще. Есть у меня вот такая вторая вспомогательная емкость на 20 литров. Внизу есть краник, под эту емкость подходит бутылка. Ну и дальше я, сейчас насколько-то у меня получится на камеру, достаю шланг, который у меня был задействован в процессе перемешивания. Опускаю его сюда, чтобы сразу не наливать в банки, потому что будет литься по самому шлангу. Я буду наливать в большую емкость, подставлять бутылки и наливать. Сейчас покажу как. Вот, у меня пошел процесс. То есть у меня наполняется емкость. Здесь открываю кран. И как вы видите, сироп полился в банку. Надеюсь, это видно. Сейчас заполнится эта емкость, потому что понятно, что сечение этого крана намного меньше, чем сечение шланга, поэтому заполнится эта емкость быстрее. Я отключу опять насос и дальше буду заниматься именно разливом. Вот так вот. С одной стороны и просто, с другой стороны не так уж это и просто. Это по времени заняло определенное время, но имеет право на жизнь. Надеюсь, что в следующем году я сделаю небольшие изменения, а именно они коснутся фиксации насоса в определенном положении, чтобы его не закручивало вихревыми потоками. На этом все. Всем спасибо. До свидания. Смотрите мои ролики. Я буду смотреть пчел.